обслуживание, замену коробки на B4, много было всяких. На ней невозможно ездить по городу. И там обычный стандартный пасек, полный сток, выдает его кулек. 1300 стоит откровенный металлолом. 60, 70, 80. Аж морду начало водить, блин. Это важный момент, и этим моментом нужно спасать. Металл толще, они не так поддаются коррозии. Всем привет, парни! Сегодня снова B3 Passat. Я недавно начал проект по восстановлению кузова B3 Passat. Мой ссылку, думаю, оставлю в описании. А сегодня речь пойдет о сердце автомобиля, о двигателе, о конфигурациях. Я думаю, вам будет интересно. Самое главное, это интересно мне. Сейчас поймете, объясню почему. Я в свое время снимал обзор на B4 свой Passat 3 года назад. Это уже прошло, кажется, недавно. Снимал видео сравнения B3 и B4, отличия, в чем они отличались и так далее. Обслуживание, замену коробки на B4. Много было всяких видео. Сейчас вот по кузову серия видео выходит. И это видео, что можно сделать с дизельным вагом за недорого, условно недорого. Эта машина 92 года, тоже 1.9 турбодизель, АЗ когда-то был. И, как я сказал в видео в ТикТоке своем, когда я ее снял, первый раз увидел и снял, что с виду обычный стандартный пасек, полный сток, выдает его кулек. И реально кулек его выдает, он виден, сразу понятно, что что-то здесь не так. Но об этом потом я немного вас поволную, заставлю понервничать. Здесь полный сток автомобиля в плане кузова, ходовой. И я в свое время сказал, что вот я буду ставить на свой B3 Passat пороги от B4, потому что мне не особо нравится эта полоса. Но это мое предпочтение. Здесь ничего такого негативного нет. Мне просто нравится ровный порог. Вот и все. Здесь машина перекрашена, разумеется, 30 лет. За 30 лет машину хоть раз-то это не позорно перекрасить, все нормально. Да, она не в родной краске, но выглядит она красиво, классно. Единственный минус, вот когда я заметил, об этом позже скажу, что спереди она все-таки немного завышена. И это вносит свои коррективы на скорости, время движения. 15-е литье, пятипалое по классике, все как положено. Преимущество, что здесь еще не стоковое, так это тормоза, вентилируемые передние дисковые тормоза. Это, конечно, плюс, потому что тормоза лучше, чем стандартные стоковые. А так, Макферсон, задебалка, здесь ничего не менялось, все как по заводу. Единственное, что вот тормоза заменены, а так суппорта родные, нужно только скобы менять под вентилируемые диски, потому что на тех скобах диск не становится на место. А так заменены скобы, вентилируемый диск и, конечно же, колодки под вентилируемый диск. А так все остальное по стоку, все в порядке. И, конечно же, корректировка, поправка по времени. Крышка багажника уже от B4, фонари от B4, как вы поняли. Но все же эти крышки багажника какие-то более живучие. Вот B4 смотришь, все равно крышки багажника более живые, чем у B3. И по форме они отличаются, потому что B3 она более закруглена вовнутрь, более закругленная. И она начинает там по швам гнить. B4 она более устойчива к коррозии, как-то получается, не знаю. B3 в целом по кузовам они крепче, металл толще, они не так поддаются коррозии, хотя я в своем, вот первая часть по кузову, я заметил и рассказал несколько отличий по отличиям кузова B3 и B4, где начинает что как гнить, ну там пару моментов было, но меня они, честно говоря, тоже удивили. Но крышки багажника все равно надо признать, у B3 ходят хуже, чем B4. B4 крышки какие-то более выносливые, более правильной формы, я не знаю. И многие вот по городу ездят уже B3 Passat с 4 крышками, это уже сплошь и рядом. И я решил заморочиться, нашел крышку от B3, сделал, ну, хочется, чтобы B3 был B3 уже якобы. Ну, это мои загоны. Единственное, то, что меня всегда раздражало и парило, то, что вот на B4 многие, ну, выхлоп это всегда расходник, так скажем. Ну, не то чтобы расходник, но
Это происходит, этого никуда не деть. И меня бесит, когда вот банка от B3 стоит на B4. B4 чуть другой бампер. И, кстати, вот многие, тоже замечал, ставят бампера от B4, передние и задние. Вот. Многие просто идут другим путем. B3 бампер раскрашивают под B4, потому что у B3 в основном он всегда был черный, у B4 здесь был черная окантовка, но здесь цвет кузова автомобиля. Многие просто перекрашивают. Вот. И многие ставят вот эту банку, заказывают, от B3 пилят бампер, и она торчит. Это вообще колхозно, отвратительно просто выглядит. А стоят они одинаково. Банка от B3. Сейчас все запчасти подорожали, но вообще, в принципе, они стоят одинаково. Что B3, что B4. B4 две тонкие трубы, и их не видно, они закруглены. B3 вот это по классике торчащая банка. Неужели нельзя от B4 поставить на B4 и не пилить этот бампер? Но немного о машине. Хоть я и снимал отличие B3 от B4, там многие раскритиковали. Критикуйте, ребят, дополняйте. Я не говорю, что я последняя инстанция. Конечно, вот мой B3 уступает по внешнему виду этому. Во-первых, потому что он еще не сделан. Этот смотрится свежее и красивее. Во-вторых, то, что здесь есть рейлинги. Но рейлинги здесь как в B2 Passat. Отличие по комплектациям. Потому что вот над передними дверями же рейлингов нет. Они уже заканчиваются здесь, на стойке. Но тот B3, который я снимал, черный, у него комплектация побогаче. И у него уже рейлинги, как в B4, они заканчиваются уже у лабаша. Ну ладно об этом. Конечно же, людей интересуют цены, сколько машины стоят. Как я рассказывал про свой B3, я его покупал в октябре 2019 года за $1000. И это была неплохая сама по себе машина. Он технически полностью сделан. В кузове уже были некоторые нюансы. Сейчас же за 1400, за 1300 стоит откровенный металлолом, который вот можно просто в металлолом гнать и продавать. Эта машина покупалась тоже 3 года назад за $2000. Сейчас цены еще повышаются. Новые автомобили я вообще молчу. Я думаю, что про новые автомобили я сниму видео, там расскажу на примере. Про цены, про все остальное. Сейчас речь не об этом. Вообще машины подорожали в целом. Я вот снимал и GP-шный Passat B5 рестайл, его тоже чипованный там. И там тоже про цены рассказал, что в целом и те же вот B3 1600-1700 дешевле уже хлам. То есть машины дорожают со временем. Вот, к примеру, взять мой B6, что они стоили 2 года назад, там 3, там 8500 просили, 8, там 7800, примерно такие же цены стали. 7700, так 8200, вот в этих диапазонах более-менее. Конечно, можно найти B6 за $6000, можно еще дешевле найти, но это внешне это B6, там с прицепом, с целым букетом. Но в целом, вот такой, как у меня, примерно этих же денег и стоит. А эти машины, наоборот, дорожат, и будут они дорожать, потому что сейчас у них наступила вторая жизнь, потому что цены на запчасти дорожают, они простые, надежные, кузова у них крепкие, вот, как я на своем убедился, поэтому, я думаю, их еще не стоит забывать. Все-таки они не такие уже старые, им по 30 лет все уже. Что здесь? Они еще лет 10 наездят. Как я уже сказал, да, кузова здесь крепкие, хорошие. Они поддаются коррозии, да, но они не рассыпаются. Вот я на своем убедился, да, есть косяки, конечно, их нужно устранять. Здесь и под днищу были проблемы, как у меня на B4, тоже там под днищу у меня пару латок там варено, на B4 здесь тоже самое примерно. Но они не выгнивают прям тут же сиюминутно. Вот моя машина уже 7 лет ездит, все в порядке. Правильное решение — это установка подкрылок. Не так гнет стакан, хотя, на мое удивление, стаканы в моем целые, не сгнили. И стоки вот-вот не выпрыгнут, там все нормально по заводу практически. По всем швам нет дыр и все остальное. Но это решение все же правильное, потому что сейчас начинаю замечать, более суровые зимы уже вернулись, посыпают всем подряд все, что только есть. И знакомые маляры говорят, что работы за последние 2 года прибавилось больше, потому что люди не так охотно покупают новые машины, а старые начинают гнить более охотно, потому что, ну, посыпают все, что под руку попадается, едва ли не удобрениями. И защита стаканов, а стаканы все равно на многих машинах проблемные места, то же самое вот на 4-х, на 3-х. Это важный момент, и этим моментом нужно спасать. Но здесь сердце автомобиля. Кулек от Транзита 2.2 DCI. Впуск здесь на 60-й трубе, не 63-й, как многие любят, 60-я труба. Не в обиду B3, но какой-то B3 и вся внутрянка от B4, ребят, все же. Здесь был 1.9 турбодизель, как на моем B3, а Z на родной коробке это было все круто снято.
положено в гараже. Здесь заказан полностью комплект с родным интеркулером. В полной комплектации двигатель с коробкой. Коробка здесь двигатель 1Z, такой же, как у меня на B4. Турбина и впускной коллектор от 1.9 130-сильного серии Я188. Точно такой же стоял на Audi A4, на B5 Passat рестайловом, на Audi 8 D2. Такой двигатель установили. Я188 уже, 130 сил в стоке. Коллектор турбины от этого. Выпускной коллектор родной, но уже под эту турбину чуть переварим, турбина чуть больше, чем ее родная. ТНВД сток, но волновая шайба заменена. То есть не плунжерная пара, плунжеры есть, но он не установлен здесь. Можно установить, будет машина лучше брать, но здесь волновая шайба заменена, то есть ход плунжера увеличен. Форсы здесь заменены от АФНовского стоят двигателя. Машина едет веселее, то есть топлива ему хватает. По распредвалу. Распредвал на 1Z более низкого хода, то есть кулачки менее высокие, но по высоте отличаются, а на AZ кулачки более высокие и более закругленные, то есть по перекрытиям машина будет, лучше наполнение, больше воздуха в теории, но нужно это все настраивать, потому что вот чип получается стокового мотора, впуск, соответственно, гонит больше воздуха, турбина другая, с форсами и с подачей топлива тоже поигрались. Распредвал другой, то есть уже нужно с зажиганием играться, смотреть по наполнению, то есть настройка более тяжелая в этом плане, потому что вот нужно правильно выставить перекрытие, воздух, настроить смесь, вообще это не так просто это все сделать. На стоке, я к чему? На стоке это все будет проще, потому что просто повышаете давление, больше воздуха, больше топлива, и настройка проще на стоковом моторе будет. И если вам нужна машина на повседнев, то вам B3 очень хорошо подойдет. Если вам уже нужно мастерить такой конструктор, то вам нужен уже B4, автомобиль, который с завода это все установлено, где не нужно дополнительно покупать. Потому что эти двигатели вот стоят уже гораздо дороже, уже $600. Это раньше 3 года назад, и, кстати, они ценятся больше, чем 130-сильной серии Я188, потому что эти Я180, как сам владелец B4 говорил, да, они поедут на любом топливе, и не так это страшно. На 188 серии вы можете попасть на ремонт форсунок, если вы что-нибудь не то нальете. Насос форсунки вам огорчат немного картину, но на 188 на D2 авоську стоил $1000 двигатель. То есть сейчас запчасти все подорожали, что-то мастерить, восстанавливать вот эти проекты не очень-то интересно. Вот сток доработать, это еще более-менее рентабельно, и это объяснимо и логично. Вот, то есть мотор, коробка B4, вот немного эти изменения, которых я уже сказал. Блок ЭБУ вот расположен здесь в интересном месте, в B4 вот под коробом спрятан. Здесь уже отсята ибицы. Этот блок более новый, более адекватный, соответственно, более молодой, более доработанный. Он лучше поддается в общем прошивке, и то есть с ним более приятно тюнерам местным работать. Не только местным, всем вообще, в принципе. И здесь такая тоже вот спорная тема, скользкая. Я всегда в своих видео говорил то, что я не отрицаю эти слова, я от них не отказываюсь. То, что все равно самое главное в машине это кузов, потому что если есть кузов, есть автомобиль. Можно менять коробки, моторы, все что угодно и так далее. Но в этом плане можно взять вот B4, 3 Гольф, А3 Audi, А4 Audi, там, Seat Toledo, Шкоду, там все что угодно, уже с двигателем таким же серии Я180, где все это установлено с завода, где можно просто чипануть, там впуск поменять, все остальное, не собирать полностью, не менять двигатель с коробкой, не ставить ЭБУ, не мудрить с проводкой, где все это с завода, и вы обезопасите себя от гемора лишнего. Но там может быть проблемы с кузовом. И что выгоднее, это очень спорная, очень скользкая тема в теперешнее уже время. Потому что
что дешевле будет там кузов полностью довести до ума, либо взять машину от B3 с живым кузовом и это купить и установить сюда, что выйдет дешевле, но это уже вопрос. При теперешних ценах это уже вопрос. Я уже говорил об этом на своем B3, потому что кузовные элементы я покупал год назад, и они стоили 2 раза дешевле, чем сейчас. По салону. Ну, по салону мне здесь, конечно, немного ностальжи, потому что вот обшивки такие же, как у меня на B3. Такой же цвет, такая же текстура, ну, сам фасон. Сиденье такого же цвета и такой же тоже цвет обшивки, рисунок, все то же самое. Руль здесь уже от B4, уже прекрасно виден. Приборка от B4. Разъем ЭБУ, здесь уже вместо подсоса сделан, тоже в таком интересном месте. Также установили уже датчик буста, буст-контроллер, это правильная вещь. Ну, мафон здесь, разумеется, мененный, а так все стандартное в B3. Есть люк, потолок перешит, то, что вот красиво, приятное дополнение. А так полный сток, что еще рассказать, я рассказывал тоже на B3, B4 Passat. Здесь без изменений. Единственный недостаток то, что трендит спидометр, да, на 5-6 километров. Но, опять же, в городских условиях вам это запас. Можно себя убедить, что он показывает правильно, и вы вот на камеру не пойдете, вас не штрафанут. Вы не превысите. Если у меня двигатель, то стоит $600. Если же у вас все это в стоке, машина с таким двигателем в стоке, то примерно, если оставить полный сток, то прошивка сама, ну, до $100 вам обойдется. И сток лучше зашить, чем вот такую же конфигурацию сборно-щитовую, такой конструктор. И двигатель получился более верховым. На стандартном распредвале он будет более низовой, более тяга резкая снизу, что мне больше нравится, честно говоря, чем такая конфигурация. Но здесь больше мощности. Но, с другой стороны, я больше за низы. Я люблю, когда машина рвет снизу, и мне максималка не так важна. Я люблю именно резкость, жесткость, но это в этой машине присутствует за счет большей мощности, все равно это есть уверенность. Но если поставить более ровной распредвал, кто он должен быть, то все же на низах она будет более бодрее, резвее. Стараемся светофора, в потоке там резкий маневр сделать тоже машина позволит. Но именно об этом я говорил на B5 Passat. То, что можно взять автомобиль с таким же двигателем, с такой же коробкой с завода, вот несколько одинаковых, и конфигурацию сделать другую турбину, другие настройки, и вы получите машины полностью друг на друга не похожи. По мне больше важны низы, чем максимальная мощность. Но и этот двигатель много не накачаешь, уже нужно ставить 188. Будет, в принципе, конечно, интересней. Но здесь разумный предел. Здесь примерно 140-150 лошадиных сил. В остальном я не знаю, что еще здесь можно рассказать. Для меня это все обыденно. Сколько я раз на B4, на B3 рассказал это и показал. То есть здесь минимум функционала. Но эта машина не для этого. Не меряется комплектациями, а более такой надежный, простой автомобиль, который вас выручит в тяжелый момент. И хочу сказать, может и не стоит от таких машин сейчас избавляться вообще в принципе в наше время. Сейчас я привыкну, покатаюсь, сейчас топить не буду, но мне уже интересен результат. Так, конечно, B3, мне это, как я уже сказал, мне это видео интересно тем, то, что можно самому это повторить. Конечно же, на низах вообще не слышно. Вот еду как на простой машине, вот 2000 сейчас выкрутил. Все-таки комплектация есть комплектация. Я вот хотел бы, может, я это и сделаю в своем B3. Я, наверное, приборку поменяю. Хочу, чтобы был тахометр. А тот черный, который я снимал B3, да, тоже вот сравнение B4 с B3, как я отличил в том видео. Вот того B3 комплектация получше, чем... О, второй гольфик классно бордовый пошел. У него комплектация богаче, чем у моего B3. У него есть тахометр, и это очень хороший плюс, потому что если, к примеру, ну как с B4 вот коробку менял, можно проверить по оборотам, по тахометру, как коробка теперь там точно. Вот в этом плане. Еду 80, чуть больше 2000 оборотов на черной передаче, ну как на обычной машине, все нормально, ничего не чувствуешь. Я это к тому, я буду по нарастающей говорить. Сейчас я привыкаю сам, как машина поедет, и рассказывать остальным, что многие все равно воспринимают, на ней невозможно ездить по городу, и там
все остальные байки вот сочиняют, что спокойно она едет, вот как на стандартной машине. Я не слышу разницы только по звуку. Я чувствую, что немного уже другие шумы в сравнении с моим B4, который полностью стоковый. Здесь уже немного другой звук работы, потому что чувствуется, что воздух он больше подкачивает, что немного громче, по-другому работает. Машина полностью адекватна, как стоковая. Сейчас покатаемся, посмотрим. На третьей сразу до 80 выстреливает, но вот такая хорошая сбалансированная машина, но не буду спешить с выводами. Сейчас посмотрим. Уже интересно. Блин, и навалить негде, ну. Три с половиной, 60, 70, 80. Аж морду начала водить, блин, не успеваешь даже машину над тремя руками держать. 110, 120, четвертая передача за 3000. Ну, неплохо, неплохо. Честно говоря, я ожидал, что будет полегче. Но в плане легче, что медленнее разгон будет. Усиление эффекта, это что начало водить морду, что машину не удержать. Но вот она завышена немного здесь. Сколько ты завысил? Она должна ниже быть. Была такая, но моя ниже, моя ниже. Но вот она завышена, может, из-за того, что морда задрана, передние колеса не так прижаты, как положено с завода, потому что моя машина ниже, а эта машина выше моей. Вот и B4, и B3 у меня ниже. B3 сзади задран, но перед стоковый. Третья 100, 4000 оборотов. Ну, интересный результат. Сейчас здесь ориентировочно 140-150 лошадей плюс вес, потому что 140-150 лошадиных сил сейчас у машин, которых весит 1400, там вот эти вот, вес 1,5 тонны, короче говоря. Здесь в заводском снаряженном состоянии она весит 1220. И то заводское снаряженное состояние, это подразумевает еще полный бак топлива, но здесь не полный, чуть-чуть меньше. Так, сейчас я один, без владельца. О, пока еще зеленый. Ни хрена уже не зеленый. Ну, стартанула вот она резко, нормально. До 40 на двух передачах вот на месте. Что ни странно, как ни странно, она не буксанула, кстати. Тоже зависит от, если уже нужно уметь ездить на мощных машинах. Я к тому, что там я долбанул уже резко с места, кажется, ускоришься, а уже фиг там. Машина сорвалась в пробуксовку, морду начала водить, скорость падает, теряешь управляемость, уже тормозишь, начинаешь машину удерживать. Нужно сделать несколько попыток, тогда уже можно говорить о времени, о чем-то. Ну, о времени, я думаю, секунд 10 будет она ехать, может даже лучше немного. Морду все равно водит. Левой рукой удерживаю руль, но морду водит. Машина прет. Хорошо. Четвертая передача 120, 3200, как я и говорил. Стоковый 90-сильный, это двигатель, который в стоке. Он, все равно первых 3 передачи бодрые, потом начинает уже падать. То есть до 100 он бодрый весел, а там уже динамика заметно снижается, и машине не хватает от этого мощности и крутяшки. Но здесь, конечно, уже вот чувствуется, вот на первой и на второй газовать не нужно. Опять же, потому что начинает морду водить, зацепа нету, но если морду чуть опустить, вот так как мой вот B3, который снимал, то зацеп будет лучше, потому что машина опустится, на передние колеса нагрузка возрастет, не так будет срывать в пробуксовку, и лучше рулежка будет. Потому что если вперед чуть завалить, соответственно, распределение веса идет другое по оси. Здесь что-то морда засильно задрана.
Но разгоняется она непринужденно, стрелка спокойно поднимается, и тахометр, и спидометр. Конечно, ну, нету смысла с насос-форсунками двигатель сравнивать, там уже потенциал для тюнинга больше, но сравнивая со стоковыми характеристиками, то машина ощутимо бодрее, конечно. Очень хороший такой городской вариант. Можно резко ускориться, обогнать, но и много чего от этой машины не получится, но едет она весело. Но все равно жаба душит, уже конец мая, скоро вот лето сейчас начнется. Уже хочется климат-контроль на ходу и конец кондиционер, уже хочется круиз, ну, конечно, можно доработать комплектацию. Хочется больше комфорта, тоже подлокотники, элементарные вещи уже там, да. Но такая игрушка, именно машина выходного дня, о, повезло, зеленый. Но морду водит, надо машину опускать. Вот левой рукой я держу, я не могу ее одной рукой удержать, когда передачу переключаю. Немного страшновато, скажу честно, да. И маневренность. Машина уступает по маневренности. Вот машина завышена. Машина завышена. Опять все перестраиваются, не дают нам навалить. Т-4, что ты выперсись? Машина завышена, начинает таскать мой Б4, более устойчив на дороге, ребят. Вот хочу сказать, когда вы будете делать что-то подобное, вот ошибка, Леха, твоя ошибка. Не задирай машину, опускай машину. Что начинают долбить, ее начинают поднимать, блин. Вот мой Б4 напущен, там уже пружины просели, она стала жестче, там уже естественный тюнинг временем стал. И у меня полный сток по посадке, у меня машина не завышена, не занижена, уже она занижена с учетом времени просевших пружин. Стало немного жестче, да, но устойчивость гораздо выше. Ее вот сейчас я шел 140 на своей же машине, вот на Б4 я шел там же, и с полосы в полосу так вот перекатываясь, скажем так, по инерции, мою машину не так шугает, то есть видно, что уже устойчивость теряется из-за того, что машина завышена, воздушный поток идет под машиной. Короче, не задирайте сильно высоко машины. Инженеры не идиоты. Раз с завода так ее не задрали, а сделали пониже. Короче говоря, вот так. Что, не буду вам тут лекции читать, парни, короче, не завышайте, херню не страдайте. Делайте стоковый клиренс, а лучше занижайте, если делаете уже для скорости. Да, разгоняться, ехать на ней веселее. Берет она спокойно, если вот от 60 дальше, от стоковой машине тяжело, уже заметны такие инертные движения, называю. Машина идет по инерции, и не хватает вот мощности крутящего, чтобы прыгнуть дальше, увереннее дальше поехать. Вот, здесь такого нет, она уверенно кладет стрелку дальше, до 100 она разгоняется, вот на третьем, четвертом легко просто. Потом пятая передача, до 140 она идет спокойно, после 140 вот до 150, это я четко заметил, 140 спокойно, со 140 до 150 уже заметно замедление. Она медленнее набирает уже, от 140 до 150 вот уже почувствовалось. Я помню, раньше рассказывал тоже на своем Б4, даже на стоковом до 140 он легче, вот от 140 до 150 уже чувствуется провал. В машине тяжелее, уже аэродинамическое сопротивление выше, плюс. Но до 140 играться просто идеально. Я не вижу смысла ее тут кругами мотать, мучить машину. Сейчас уже не жарко, сейчас не жаркий июль, там 30 плюс, но уже чуть больше 20 и несколько кругов. Машина лучшего результата не покажет. Да, можно дрочиться, 20 стартов сделать, на 0,2 секунды разогнаться лучше до 100, но я не хочу этим заморачиваться. Я по ощущениям решил посмотреть, как она едет. Да, едет она быстрее стока. На первых двух передачах, там даже на трех, ездить спокойно по городу вы ситуации не замечаете. Самый главный прирост, это то, что после 60, вот на третьей уверенно газ в пол, она и в 100, и в 110 начинает топить. То есть уверенно, когда вот у стока уже тяжело, начинает уже по инерции стрелка подниматься. Здесь стрелка поднимается уверенно, быстро. И да, на ней приятно ехать. Но двигатель получился верховой, ребят, потому что такая конфигурация. Потому что до 2000, как на стоке, вообще не замечаешь ничего. Так, я думаю, уже хватит. Не замечаешь ничего, так, а уже после 2700, 3 за 3 уже, да, машина как будто просыпается. Второе дыхание, он более верховой получился.
Интересно будет, если сток чипануть. Я думаю, я это все-таки сделаю и посмотрим, как будет со стоком. Ну, со стоком мне так интересно. Я не знаю, когда это будет. Я тут уже начинаю идеи пихать, а машина стоит, уже пылится в гараже. Я не знаю, когда вообще это будет. Воплотить жизнь это хочется, но не знаю, когда это будет. Но вот такой лютый прекрасный пасек. Напоминаю и хочу сказать тем, кто сейчас будет орать: да ну нафиг такая машина и все остальное. Я тоже так думал, ребят, только происходили в жизни ситуации, когда все рушится. И с работой косяки, и так, мягко скажем, не везет, поэтому неизвестно, на чем придется ездить. Поэтому с тех моментов я понял на себе то, что язык нужно держать за зубами. И я думаю, свой B3 продавать не буду для таких же самых целей. Машины сейчас подорожали, их откровенно меньше стало в продаже, тупо по количеству. И они стали еще дороже, откровенно много хлама. То есть машину сейчас выбрать тяжело. Даже если есть деньги и у вас есть возможности, машину тупо выбрать тяжело. И нету смысла продавать свою, которую вы уже знаете, уже сделали под себя, все нормально. Покупать другую машину. Сейчас цены на запчасти подорожали. И доводить ее это откровенная, сознательная финансовая потери. Я думаю, это бессмысленно. Проще чипануть свою, получить удовольствие, новые ощущения от своего же автомобиля и быть спокойным в том, что все у вас сделано, все в порядке и делать ничего не нужно. Да, есть какие-то моменты, которые требуют внимания, уже не отдаленного, но не сиюминутного. Поэтому я считаю, эта идея имеет право на жизнь, особенно в теперешних условиях. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, смотрите предыдущие видео. Скоро, я думаю, выйдет и про мой B3, будем дальше дербанить кузов, посмотрим, что там, как и так далее. Счастливо!